Блумберг задается вопросом, что если Иран попытается перекрыть Армузский пролив. Давайте процитируем Блумберг. Давно мы не цитировали Блумберг. Полгода мы не цитировали Блумберг об Армузском проливе. Да. Даже больше, кстати. Что-то в июне. Ой. Наконец опять. Так вот, правительство Ирана заявило, что будет защищаться и отреагирует так, как никогда раньше, после того, как президент США Дональд Трамп пообещал напасть на страну, если она не заключит сделку по своей ядерной программе. Если не капитулирует, то нападут. Одним из способов ответных действий Тегерана может стать блокирование или фактическое закрытие Армузского пролива для судоходства. Что это за пролив? Давайте на него посмотрим, так сказать, воочию. Вот он. Видите, вон там вот Армузский пролив, где такая дуга. Это выход из Персидского залива в Оманский залив и потом в Мировой океан. Так, на секундочку, через эту маленькую географическую точку проходит примерно 20% всех нефтяных и 20% нефтяных грузов и 20% сжиженного природного газа. Притом, если нефтяные грузы там 7-8, какие-то объемы еще можно пустить по суше, не все, вообще далеко не все, то вот с СПГ все совсем плохо. Давайте сейчас Борис пару слов по этому поводу скажет, а мы пока посмотрим на таблицу того, что же идет через пролив. Вот пока будем говорить, я думаю, можно ознакомиться. Обходной маневр на этой схеме был. Трубопровод не самой большой мощности, достаточно загруженный. В настоящее время дополнительные объемы в него втиснуть будет тяжело. Почему-то обычно говорят, что 20% мировой нефти проходит через него. Тоже достаточно странное упрощение ситуации. Из 102-104 миллионов баррелей в сутки, которые добываются, не все торгуется. Часть нефти используют те страны, которые добывают. Если говорить о мировом рынке, наверное, сколько там? 60 миллионов баррелей. 60-65 сейчас транспортируются в целом. Да. И вот в этом случае 20% это треть мировой торговли. Не 20% от добычи, а треть от мировой торговли. И удар, конечно, будет более чем значительный. Летом мы, к сожалению, все это уже высчитывали, где там остановятся котировки барреля на $100, на 200, на 300. Мнения разные. Но то, что он не будет стоять на месте, это однозначно. Я напомню, что в 2022 году пытались подсчитать западные страны, что будет с ценами на нефть, если вдруг российская нефть, вот в тех объемах, которые транспортируются в море, вдруг не сможет транспортироваться. Получилось, что, вы знаете, тогда $360 будет стоить баррель, при том, что исчезнуть должны были с рынка где-то 3-3,5 миллиона баррелей. Если исчезнет 20, это мировой кризис. Это не кризис, это будет что-то похлеще. Такого еще, в общем-то, никто и не видел. Впервые посмотрим. И, естественно, одна мысль, которая заставляет сомневаться в действиях Трампа, то, что Дональд Фредович должен понимать, во что превратятся цены на заправках на территории Соединенных Штатов. Что победит? Здравый смысл или желание... Нет. Это называется... выразить... Заключить сделку. У него это называется заключить сделку. Peace deal. Yes, of course. Он так очень часто это делает. Да. Фактически Дональд Фредович в этом смысле как Троцкий немножко. Неважно. Так вот, у нас тут один из зрителей пишет 59 за тонну, 80 за литр. Забавная арифметика. Непонятно, как вы это посчитали. Что у вас за 80 за литр? Получается, 92-й бензин у нас стоит поменьше. И что за 59 за тонну? Так вот, куда идет? Посмотрим, куда идет вообще вся эта нефть, все эти нефтепродукты. Там же еще из этих нефтяных объемов порядка 25% это нефтепродукты. Давайте глянем на график, куда же все это дело направляется. Вот. Собственно говоря, здесь мы видим и кто отправляет. На секундочку, не только Иран. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт, Катар. В общем, все лучшие люди нашего городка. Куда это все идет? В первую очередь в Китай. Во вторую очередь в Индию, Южную Корею и даже до Соединенных Штатов Америки некоторая часть грузов доходит. Кстати, в 26 году у них в ноябре выборы промежуточные. В прошлый раз
тогдашний президент Соединенных Штатов перед этими выборами стал распродавать запасы, чтобы, не дай бог, цены не росли. Запасы государственные. Ну, конечно. Кто ж частные будет распродавать? Государственные. Их продолжают пополнять, и вот-вот еще немного наши с тобой внуки застанут. Ну да. Нет, ну тут интересно, что в принципе было 618, сейчас где-то 400 миллионов баррелей. Ну, распродали более... Это о государственных запасах. Государственные, да, запасы. Ну, распродали тогда. Интересно, что будут делать сейчас? То есть, так, если вот отбросить всю эту иронию, вот этот риск перекрытия проливов довольно очевиден. То есть Штаты, когда идут на какое-то обострение в регионе, должны этот риск учитывать. А тем более, что это риск, который прямо сказывается на внутренней политической ситуации в Соединенных Штатах через цены на энергоносители. Там и газ подорожает, и бензин подорожает, и благодарные избиратели могут сказать буквально через полгода, через полгода, в ноябре сказать: ай-яй-яй, а мы, наверное, за вашу партию голосовать не будем, проголосуем за вот тех. При них как-то лучше было. По крайней мере, Ормузский пролив никто не перекрывал. Ну, я на всякий случай напомню, что летом среди военных экспертов высказывалось мнение, что Ормузский пролив уже заминирован. То есть Ирану не нужно будет предпринимать дополнительные усилия, кроме как включить какие-нибудь электродвигатели, которые поднимут все это имущество выше. К сожалению, ситуация выглядит вот так. Не мое мнение, а мнение военных экспертов. А почему, спрашивают нас, рынок нефти считается единым? Ведь на рынке огромный выбор сортов и марок. Под каждый нужен чуть ли не свой завод по переработке. Даже те же США продают свою легкую нефть и покупают тяжелую венесуэльскую. Ну, давайте я мягко так вот сформулирую. Значение венесуэльской нефти для внутреннего рынка Соединенных Штатов, мягко скажем, в нашем информационном поле преувеличено. В октябре 2025 года из Венесуэлы в Штаты поставлялось 130 тысяч баррелей. Ну, много, тысячи баррелей, да. Сутки, конечно, в сутки. Вот. А в целом Штаты импортировали порядка 6 миллионов баррелей. 130 тысяч, 6 миллионов. Ну, для понимания ситуации. Рынок считается единым, потому что есть единые индикаторы, и отклонение стоимости сортов минимально и напрямую зависит от состава и ряда изменяющихся факторов. Поэтому, да, это единый рынок. Вот. То есть венесуэльская нефть хоть стоит дешевле какого-нибудь Брента, но не в разы. Она стоит, на десяток, на $15 дешевле. Это единый рынок. Ну, это смотря, как эту венесуэльскую нефть отжимать. Не. Если покупать, то да. А мы покупаем или продаем, да? А если отжимать в режиме пиратов Карибского бассейна, то значительно дешевле. Не, Американского залива. Американского залива, да. У них там как-то своя география, американская география. Ну и давайте к Дональду Трампу с его заявлениями про Индию, Иран. Давайте вот зачитаем. А то давно мы не цитировали Дональда Трампа, аж просто, мне кажется, зрители соскучились по этому персонажу. Китай может прийти и заключить отличную сделку по нефти. Знаете, мы их приветствуем. Мы уже заключили сделку. Индия будет... Какую? С кем? Сейчас. Погодите. Борис Леонидович, постойте. Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Так что мы уже согласовали концепцию сделки. До Китая может приходить и покупать нефть. Вот, я понимаю, сегодня все таки: господи, боже мой, все, Трамп продает венесуэльскую нефть Индии. Какой кошмар. Можно я пару графиков покажу? Можно вот первый из пары графиков? Первый, собственно, это про поставки нефти из Венесуэлы до введения Трампом в 2019 году санкций. Кого мы здесь видим? Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки. У меня вопрос. Что конкретно изменяется в окружающей действительности с точки зрения Дональда Трампа, с точки зрения окружающей действительности, которую мы наблюдали на протяжении не одного десятка лет в плане поставок венесуэльской нефти, и действительности, которая прервалась только после введения жестких санкционных ограничений, и то не для всех покупателей? Ну, например, Китай продолжал покупать венесуэльскую нефть. Китай продолжает покупать венесуэльскую нефть. А что Трамп предлагает Китаю купить, извините еще раз? Ну, на самом деле, изменится многое именно для Китая, потому что задолженность Венесуэлы перед Китаем составляет $15 миллиардов. Нефть, которая покупалась, шла в погашение этого долга.
Если покупать при помощи посредника в лице Соединенных Штатов, то такой засчет произвести будет невозможно. Поэтому будет ли покупать Китай венесуэльскую нефть? Ну, очень большой вопрос. Одно дело этими покупками гасить задолженность, а другое дело покупать по той цене, которая будет включать посреднические услуги США. Так что как будут развиваться события, посмотрим. Ну, вот сейчас Что решит Китай? 23-й год давайте посмотрим. Опять же, Трамп продает Китай, приглашает Китай покупать венесуэльскую нефть. Это, если что, откуда все эти графики? Может, мы их сами нарисовали? Может, это, не знаю, там, Минэнерго Российской Федерации их рисует? Нет. В левом нижнем уголочке хорошо виден Логотип. Это Управление энергетической информации при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки. Если вы нас слышите, пожалуйста, отправьте кого-нибудь из Минэнерго Соединенных Штатов Америки к вашему президенту и покажите график, чтобы, президент Соединенных Штатов был в курсе, куда идет венесуэльская нефть, кто ее покупает, и стоит ли приглашать Китай. Просто выглядит как: Китай, иди сюда, мы разрешим тебе покупать венесуэльскую нефть. И Минэнерго Штатов, погодите, что? Погодите, а мы красивый график рисовали, 68% в Китай, а как? Я вот тоже присоединяюсь к Минэнерго Штатов, а как? Кому ты что предлагаешь? Так вот. Позвоните, будьте добры, в Министерство финансов Китайской Народной Республики и обсудите, что покупалось, что зачитывалось, как быть дальше. Она, для примера, первая тяжелую, которую вспомнил. Без разницы. На самом деле, это вот опять наш зритель по поводу без разницы. Все зависят более-менее от одинаковых индикаторов. Есть единый рынок автомобилей, но все автомобили стоят примерно одинаково, в зависимости от каких-то налогов, прочего, но более-менее одинаково. Да, может быть разница на одну и ту же модель, опять же, в зависимости от налогов, ввозных пошлин и прочего. Но вы же понимаете, что в одном месте автомобиль не может стоить 10 миллионов, а в другом месте 100 тысяч. А вот, например, с газом такая штука происходит. Газ в одном месте стоит, $100, в другом месте в то же время он стоит $1000. Такое у нас бывало. Более того, даже на одном и том же рынке по-разному считающийся газ может стоить $100 и 1000 одновременно. Кстати, в Соединенных Штатах что-то такое происходило в конце января. Но это ладно, это мы как-нибудь потом обсудим. Собственно говоря, вот весь вопрос. Китай забирал часть венесуэльской нефти в погашение задолженности. Предложение Трампа вряд ли предусматривает возможность эту задолженность погашать дальше таким же способом. Соответственно, у Китая будет много вопросов о том, что же именно предлагает Дональд Фредович. До конца ли он отдает себе отчет, что он предложил, и кому. А учитывая, что вот эта цитата, это из общения с журналистами, предлагал ли он кому что-либо? Это вообще огромный вопрос. То есть были переговоры Штатов и Индии еще в сентябре прошлого года, касающиеся нефти, вопросов поставок, это все да. Но в данном случае мы видим какую-то реплику. Кому он что предлагает? То есть, еще раз, если говорить просто о поставках, так они и так шли. Кому ты что предлагаешь? Что конкретно? Сколько вешать в граммах? Скажите, пожалуйста, точно. Так, нам тут объясняют. Нефть Янки настоящая. Отжали венесуэльскую нефть. В чем это выразилось? Можно уточнить? Вот я до сих пор, может, Борис сейчас скажет, в чем выразилось то, что они отжали нефть. В чем выразилось? Сколько американских компаний стало работать на территории Венесуэлы по сравнению с тем, сколько работало до января 2026 года? Правило ОФАК, вот этот комитет при Министерстве финансов США, изменил. Они были до 2 февраля, он их изменил 28 января. То есть аккуратненько, никуда не спеша. Да, появилось разрешение для американских компаний зайти на венесуэльский рынок добычи. И, разумеется, теперь американские компании будут думать, а чем мы туда должны идти? Что случилось? Кто даст гарантию, что следующие 10 лет там все будет в порядке? Кто будет страховать? Кто выдаст кредит? На каких условиях? И масса других вопросов. Там есть компания «Шеврон», которая работала. Да.
работает. Более того, она и в прошлом году говорила: ребят, мы на 50% собираемся еще увеличить добычу. Не в целом венесуэльскую. Да, они увеличили до 240-250 тысяч баррелей в сутки. Увеличат еще на 50%. Так что ждите. Я думаю, в этом году мы с вами увидим новости о том, что американцы точно отжали венесуэльскую нефть, потому что, смотрите, Шеврон увеличила добычу. Угу. Как и обещала в 2025 году. Кстати, единственный, кто мешал американским компаниям работать в Венесуэле, это Соединенные Штаты Америки. Больше никто. Венесуэла не мешала. Говорила: ребята, идите к нам, работайте. Сейчас отжимают иранскую нефть. Ну да, именно так это и выглядит. Да. Остались только мы, пишут нам. Какой кошмар. Предыстория. Ирак бомбили и захватили из-за нефти. Правда? Много в Ираке американских компаний занимаются добычей нефти. Много? Сколько нефти в Ираке добывают американские компании? Раз Ирак бомбили из-за нефти, наверное, они там должны добывать. Притом за бесценок. ExxonMobil некоторое время назад сказал: слушайте, как-то нам не нравится здесь работать, пойдем мы. В Гаяну. В Гаяну, рядом с Венесуэлой, где дешевая в производстве нефть, и они за 5 лет увеличили в 10 раз производство нефти. Сейчас в Гаяне, рядом с Венесуэлой. Легкая, качественная нефть, и не битумозные вот эти пески, и никаких ужасов, и никаких проблем. Там гарантии дает государство Гаяна. Ливию бомбили и захватили из-за нефти. Именно поэтому добыча нефти там рухнула, да. Сирию бомбили и захватили из-за нефти. Аж из-за всех 350 тысяч баррелей в сутки, которые там добывались. Господь милосердный, вот эта вот блуждающая тема, что да, если приходит в арабскую страну, где есть нефть, то это только из-за нефти. Еще раз. Сколько американских компаний сейчас работают в Ираке? А в Ливии сколько? В Ливии толпа. И главное, как много добывают. То увеличат на 1 миллион баррелей в сутки, то наоборот. Да, все из-за нефти, конечно. И в Иран тоже из-за нефти. А в Венесуэле такая дешевая, качественная. Кстати, меня очень позабавило, тут ролик выкладывали. Трамп образца 23-го года говорит про венесуэльскую нефть, и Трамп образца 26-го года говорит про венесуэльскую нефть. В 23-м году Трамп: да что этот Байден рассказывает про венесуэльскую нефть? Венесуэльская нефть — это мусор, она никому не нужна. Трамп в 26-м году: это очень качественная нефть, это очень хорошая. Сейчас все американские компании будут добывать. А что изменилось, в этом плане? За 3 года технологии продвинулись далеко вперед. Стали высокосернистую, тяжелую нефть превращать просто в легкую 45 градусов API и выше. И теперь она с напором просто фонтаном из земли. Раньше-то еле-еле, а сейчас... Дожал пальцем. Фонтан пошел. Только убрал. Представляй. Да. Это так и работает. А в Венесуэле вы больше Трампа слушаете, и людей, которые его цитируют, прямо и не прямо. И тогда у вас представления прекрасно будут прям самые объективные. Если Трамп говорит, что добыча в Венесуэле просто из-за властей упала, то да, все так и есть, да. Это не важно, что были кризисы на нефтяном рынке, в ходе которых в Штатах падала добыча. Тогда же, когда в Венесуэле. Не важно, что против Венесуэлы вводили санкцию. Не. Власть виновата. Мадуро приходил такой и глушил просто скважины. Лично просто закапывал, лопатой. Прежде чем задавать вопросы, сверьтесь с фактами, которые в реальной жизни имеют место быть. На частных несетевых заправках ужасное качество бензина, но это тоже не совсем справедливо. Качество бензина, никто эти заправки не контролирует, это не совсем справедливо. Я не знаю, из какого региона вы нам пишете, но не надо воспринимать наши слова про независимые так, как будто мы просто этот сегмент критикуем, и там все ужасно. Нет, это нормальный сегмент, там прекрасные есть сети, очень популярные, очень большие. Тут даже какие-то награды получали на проводимую этой премии АЗС России. Так вот, не надо говорить про 4% венесуэльской нефти в общей покупке нефти Китая. Она подсанкционная, поэтому большая часть закупок венесуэльской нефти покупалась, но не входила в статистику. Это удар по Китаю. Добыча в Венесуэле, дорогие друзья, составляет вот сейчас, на настоящий момент, где-то 1 100 000 – 1 200 000 баррелей. Китай покупает в Иране от 1 000 000 до 1 400 000 баррелей. Вся добыча в Венесуэле 1 200 000 максимум. И Китай покупает в Иране 1 400 000.
Это страшный удар по Китаю. Это просто... Я даже не знаю, как он переживет этот Китай, этот удар, вот этот ужасный просто. Ужас.